Всем привет! Вы на канале Русский в ЮАР. В последнее время довольно часто встречаются комментарии с таким вопросом: а сколько стоит жизнь в ЮАР, сколько стоят продукты, бензин, аренда недвижимости, квартир там, и так далее, и все сопутствующие расходы. И об этом будет сегодняшний наш выпуск. Мы прокатимся до магазина, наберем такую стандартную, в общем-то, корзину продуктов, заодно заправим машину, немного поговорим о том, сколько стоит аренда и так далее. Само собой понятно то, что таких магазинов, как в России, здесь нет, но магазинами, которые находятся в Южной Африке, тоже можно провести аналогию с магазинами в России. То есть, допустим, есть что-то вроде, есть местный, который называется Woolworths, я бы его, наверное, сравнил с Азбукой Вкуса, к примеру. Есть всякие Pick n Pay, Спары, которые, ну, Спар можно сравнить со Спаром, Pick n Pay, наверное, вроде нашего Перекрестка. И есть тут такой магазин, который называется Макро. В него мы как раз сегодня едем. Его, наверное, я бы сравнил с Ашаном или с Метро. Ну, скорее с Ашаном. Метро, да? Ну, наверное, с Метро. Я его всегда сравнил с Ашаном, потому что стоит где-то точно не в самом центре города, занимает большую площадь, всего очень много, и как бы закупаться оптом выгоднее как бы там. Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies, when there's so many things that I keep in my mind. Вот так вот снаружи выглядит этот магазин. И всегда во всех магазинах в Южной Африке алкоголь продается в отдельном магазине, который работает по своему собственному графику и со своими какими-то там правилами. В общем-то, всегда отдельный вход или отдельный магазин, даже если сеть магазина как ну, совпадает, одна и та же. Собственно, как и в Ашане, здесь можно также купить не только продукты, но и кучу одежды, разнообразных аксессуаров, вещей и так далее. Очень забавная и интересная вещь по поводу конкретно этого магазина. Для того, чтобы в принципе сделать какую-либо покупку, нужно оформить такую местную карту. И прежде чем ты рассчитываешься за какие-то продукты или за какие-то вещи, при покупке на кассе ты должен эту карту предъявить. Я сегодня эту карту забыл, и меня выписали такой вот временный пропуск, если это можно так назвать. Помимо вещей, здесь также можно купить разнообразную технику. Так что, да, такая смесь Ашана, Икеи и вообще всего-всего-всего. Наконец-то, спустя все отделы, мы добрались до отдела с продуктами. Так, ну с чего начнем? О, я знаю, с чего я начну. Бутылка обычного красного вина здесь стоит, получается, в районе 300 рублей. Вино местное, юаровское, поэтому точно вкусное. Мешок авокадо, мешочек, стоит около 100 рублей килограмм. Бананы стоят 1,5 кило, 200 рублей. С виду очень классные, но мы их не возьмем. Килограмм лука стоит примерно 55 рублей, если в переводе на рубли. Молодой картофель стоит за килограмм 28 рублей. Подождите, это не может быть правильно. 8 на 4. Ну окей, 35 рублей. 35 рублей за килограмм. Обычный картофель стоит 60 примерно рублей, 60-70 рублей за килограмм. Заходим в специальный мясной отдел. Думаю, что во всех магазинах он есть. Сейчас поймем, что мы хотим здесь увидеть. Говяжья нарезка стоит за полкило, получается примерно 250 рублей за полкило. То есть 500 рублей будет стоить килограмм говядины, причем нарезки сразу. Хотел также добавить то, что в ЮАР и конкретно в этом магазине для покупки представляет на выбор безумно большие упаковки. То есть я вам сейчас, мы до этого дойдем, можно увидеть там
5-литровую банку майонеза, или там 10 литров сока, или там 5 килограммов курицы и так далее. Кстати, говяжий фарш за килограмм стоит тоже примерно 300 рублей. И вот большие упаковки, о которых я говорил. 7 килограммов курицы в одной упаковке. Еще по акции какой-то. Ну, 1500 рублей, грубо говоря. За 7 кило курицы. Вот еще одна вещь. Почти 1,5 килограмма хлопьев. Вот в таких вот больших упаковках все это продается. 60 рублей за нарезной батон. Ну, 70 рублей. 65-70. Яйца за один десяток примерно 90 рублей. Вот посмотрите, какие тут бывают баклажаны. Гораздо меньше, чем наши. А теперь давайте посмотрим на кабачки. Вот это вот считается кабачками, чтобы вы понимали. А огурцы здесь наоборот, огромные. Замечательный магазин для того, чтобы купить что-то оптом, приехать и конкретно на месяц затариться. Но для того, чтобы просто купить что-то там себе на вечер или на несколько дней, ну, здесь не очень удобно, потому что упаковки какие-то просто, ну, все большие. Сейчас хотел взять там, допустим, небольшое количество фарша и сделать там что-то вроде там типа с макаронами или еще с чем-то. Что макароны, что фарш продаются в огромных упаковках, такие там типа 1500 рублей, по несколько кило сразу, и меньше взять невозможно, нельзя попросить кого-то взять, разделить тебе и продать там поменьше или отдельно. А так вот выглядит здешняя сметана, называется sour cream. Без понятия, какая там жирность, ничего не пишется, но вот это единственный такой вот аналог нашей российской сметане. Молоко стоит, получается, сколько тут, допустим, литр молока умножить на 4, ну, грубо говоря, 85 рублей за 1 литр молока, без разницы. Жирное, нежирное, безжирное, обезжиренное, все стоит одинаково. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the Говоря о сыре, вы уже поняли то, что тут тоже очень огромные упаковки. Ну, во всяком случае, для сыра. Продаются они по 900 граммов. И 900 граммов стоит примерно 500 рублей. Ну, наверное, это недорого. Причем разные виды сыра. И все продаются тоже по одной и той же цене. Чтобы вы понимали, насколько тут все серьезно, даже заморозка, допустим, наггетсы, такой типа быстрая еда, тоже по 3 килограмма тут раздается. Все по 3 килограмма. Если говорить о сосисках, то самые обычные сосиски будут стоить 250 рублей за килограмм. Ну, наверное, плюс-минус так же, как в России, хотя я уже даже не помню. А если вы захотите купить уксус, то вот, пожалуйста, вам небольшая упаковочка, всего лишь 25 литров уксуса. Очень выгодно. Вот баночки по 3 килограмма, какие-то бобы. Вот томатная паста, тоже 3 килограмма. А, и вот то, о чем я вам говорил. Да, та-да-да-та, майонез 20 килограммов. Ну, есть поменьше всего лишь 10 килограммов. То есть, ну, как вы хотите. Офигеть, конечно. Упаковка сока. 70 рублей. Зубная паста. 70 рублей. Банка кофе. 200 граммов. Получается, сколько? Цена-то я так и не понял. Сколько? Упаковка 200 граммов, около, примерно 500 рублей. И вот мы переместились в следующий день. Сейчас мы поедем на заправку, и как раз я вам покажу, какие цены на бензин в данный момент в Южной Африке. Насколько это дороже или дешевле, чем в России, к примеру. И заодно поговорим о ценах на, получается, на недвижимость, ну, наверное, на аренду недвижимости. Вот. Наиболее такой частый вопрос, который задают в комментариях у меня в Телеграме. Как раз заодно покажу, что делают на заправке, помимо ну, соответственно, помимо заправки тебя бензином.
nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. Welcome, sir. How are you? Fine, how are you? Can you please make unleaded full tank until the first click, please? Also, can you make please all tires 2.4 all around and water, please? Find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out. То есть, как видите, на заправке, помимо самого бензина и заправки, тебе также могут проверить масло, долить воду, проверить шины, помыть стекла, да, можно сказать, даже помыть машину целиком. I disappear. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. Заправился на 50 литров, немножко выше 1000 рандов. И стоит это, получается, примерно 4500 рублей за 50 литров. Сейчас цена на бензин это 21 ранд, то есть 85 рублей где-то за литр. И дизель будет стоить, ну, немножко подороже, то есть рублей 90 на данный момент. Собственно, по поводу цен на продукты, цен на бензин мы поговорили. Теперь я затрону немножечко другие еще расходы, которые тоже встречаются у всех в жизни ежемесячно. А по поводу цен на жилье. В ЮАР, наверное, конкретно говорю сейчас по поводу города Кейптаун, среднюю такую квартиру, двухкомнатную, в более-менее нормальном районе, в более-менее приличном районе, вы сможете арендовать примерно за плюс-минус 8000 рандов, 7-8 тысяч рандов. Это на данный момент около 35-37 тысяч рублей. Электричество и интернет, это будет выходить еще 4-5 тысяч рублей. Так как в ЮАР все в принципе плохо с электричеством, то тут есть такая система, то что чем больше электричества ты пытаешься купить, точнее, чем больше электричества ты покупаешь в месяц, тем дороже оно стоит. Больше электричества покупаешь в месяц, больше за него платишь. То есть за то же самое количество там киловатт ты платишь больше. И тут нет такого, как в России, то есть тебе пришел там счет в конце месяца, ты платишь за месяц, сколько потратил, и спокойно живешь все дальше. Тут электричество идет по предоплате, то есть ты сколько положил на баланс, как на счет на телефон, вот это электричество и используешь. Если вдруг оно кончилось, соответственно, электричество в доме отключают. Вот такая вот интересная штука. Также здесь нет бесплатной медицины, а если она есть, то я о ней не знаю и не слышал. Платная медицина здесь либо ты покупаешь медицинскую страховку, разные виды страховок, которые включают в себя, допустим, там полное медицинское обслуживание или только скорую помощь, или скорая помощь там плюс стоматолог, ну там всякие разные виды, но в общем-то в среднем на человека там в возрасте 30 лет вы заплатите около 2500 рандов в месяц, то есть примерно, ну, опять, около 15 тысяч рублей в месяц нужно будет отдавать за такой вид страховки. Или не платить. Каждое посещение врача будет стоить примерно 1500 рублей. Если обращаешься в скорую, то это будет стоить около 4-5 тысяч рублей. Ну и так далее. В общем, тут дело лично каждого. Из ежемесячных расходов, наверное, только про телефон еще не сказал. Телефон, интернет и связь здесь тоже, в принципе, довольно дорогая. И сделано все как-то по-дурацки. То есть в том плане, что опять тоже не платишь за телефон, за мобильный в конце там месяца, когда тебе выставляют счет. Ты покупаешь так называемый airtime. На airtime ты покупаешь сколько-то минут, сколько-то там даты, то есть интернет-трафика. И вот в это каким-то образом ты должен уложиться. Потому что если ты покупаешь airtime и с этого airtime, не купив никакой там пакет услуг, просто напрямую звонишь, пользуешься интернетом, у тебя это закончится довольно быстро. То есть за связь в мобильную нужно платить около, наверное, 1000 рублей в среднем ежемесячно. И за это вы получаете, не знаю, максимум минут 100 разговора, не 100 даже, не так сказал, минут 50 разговора и там 1-2 гигабайта трафика. То есть, вы понимаете, это вообще ни о чем. Вот. И, как видите, у меня тут солнышко, еду на работу.
но уже очень холодно, потому что у нас начинается зима. Сейчас покажу, сколько у нас градусов. Вот, как видите, у нас 8 утра, плюс 11. Одет тоже в 3 слоя одежды, потому что действительно что-то как-то холодновато. Вот, то есть вот такие ежемесячные затраты вы встретите, если будете проживать постоянно в ЮАР. Много это или мало, больше это, чем в России, или меньше. Насколько продукты тут дороже или дешевле, или бензин дороже и дешевле, это судить вам. Может, меня кто-то смотрит не только из России. Я не уверен, насколько такой формат видео зайдет, но, во всяком случае, поступало довольно много комментариев по поводу таких вот базовых затрат в жизни, в постоянном проживании вот в ЮАР, вот в этой стране. Поэтому, если вы досмотрели этот выпуск до конца и он был вам полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо и всем удачи! Ну и такой момент, если вы думаете, что пробки есть только в России, нет, не только. Смотрите, какие пробки с утра в понедельник. That I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time